Здравствуйте, дорогие друзья! На дворе октябрь, на улице +1. И вот это моя гордость, ремонтантная малина Геракл. Посмотрите, покажу, какой размер ягод. Вот видите, у меня 10-рублевая монетка лежит. И малина эта будет плодоносить весь октябрь. Разводить я ее начинала с одного кустика. И в течение 5 лет эта малина не давала поросли. Дает она поросли очень мало. Поэтому не бойтесь, что она у вас заполонит весь огород, как обычная малина, которая плодоносит один раз. Ремонтантная малина, она по сути своей дает 2 урожая. Летний и осенний. Но в нашей местности рекомендуется ее осенью срезать под 0, то есть не оставляя никаких пеньков. И укрывать ее, можно даже не укрывать, я не укрываю. Поэтому она не вымерзает, и достоинство ее в том, что вредители ее не повреждают. То есть, когда малинный жук летом повреждает обыкновенную малину, этой малины еще нету, она у нас вырезана. А плодоносить она начинает на однолетних побегах. То есть весной из земли дает побег, и на нем она начинает во второй половине августа плодоносить. Вот в прошлом году практически весь урожай она отдала до заморозков, пока совсем не замерзла. А в этом году чуть-чуть попозже, потому что погода не позволила ей. Но можно немножко обмануть погоду. Весной нужно накрыть площадь, где у вас растет малина, укрывным материалом, либо пленкой. Пленкой даже лучше, чтобы она пораньше проснулась. Тогда она у вас успеет отдать практически весь урожай до морозов. Я с этой малиной особенно не мудрю. Рекомендуется ее удобрять. Я только весной немножко раскидаю азотных удобрений или селитры, или мочевины. А так у меня удобрение, это вся выполотая трава под нее идет. Видите, какой, я не знаю, наверное, не видно на видео, но уже слой, наверное, сантиметров 30 выше, чем обычный огород. То есть малина это любит очень органику. Кроме выполотых сорняков можно опилки ложить под нее, упавшие листья. Она это очень любит. И, соответственно, летом нужен немножко полив, потому что поверхностная система, она страдает от недостатка влаги. А так вот такая вот прелесть у меня есть. Есть еще у меня 2 других сорта малины. Это Полана, она у меня в другом месте растет. И абрикосовая. Это ремонтантная малина Полана. Новый сорт, который я посадила только весной. Поэтому еще я не знаю особо, что он из себя представляет. Но вот как посмотрите, какие ягоды. Ягоды крупные, плотные и сладкие. И тоже до сих пор плодоносит. Хотя на улице +1. А теперь вот к той. Это ремонтантная малина абрикосовая. Тоже куст посажен только этой весной. И видите, как он уже разросся. Но этот куст не весной посажен, он у меня просто пересажен из другого места. Но все равно разрастается она очень быстро. И в этом году я попробовала посадить малину свою ремонтантную в колеса. Колесо от машины закапывается наполовину в землю, наполняется питательным грунтом. Желательно положить навоз. Малина очень любит органику, поэтому навоз очень хорошо, если вы найдете и положите. Суперфосфат, зола. Это все малина любит. Вот тоже она до сих пор плодоносит. Несмотря на то, что сегодня даже у нас был -1. Поэтому всем рекомендую разводить такую малину у себя на огороде. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья!